Вы сидите, ничего особенного не происходит, и вдруг пусто. Не грустно, не тревожно, просто пусто. Открываете телефон — не помогает. Включаете музыку — не помогает. И где-то внутри появляется вопрос: почему я не могу просто чувствовать себя нормально, без видимой причины? Вот что важно понять прямо сейчас. Мозг не создан для счастья. Он создан для выживания. Его задача — реагировать быстро, замечать угрозы, держать вас в тонусе. Счастье — побочный эффект, а не цель. Сейчас вы узнаете 5 конкретных трюков, которые позволяют переключить состояние осознанно и быстро. Не через месяц практик, а прямо здесь, пока слушаете. Вы получите не теорию, а рабочие переключатели, которые мозг не может проигнорировать. Трюк первый. Назовите то, что чувствуете. У мозга есть два режима работы – режим реакции и режим осмысления. Когда эмоция накрывает, мозг уходит в первый режим. Вы не думаете, вы реагируете. И чем сильнее реакция, тем труднее из нее выбраться. Но есть один простой переключатель. В момент, когда почувствовали что-то неприятное, просто назовите это. Тихо или вслух. Я чувствую раздражение. Я чувствую тревогу. Мне сейчас тяжело. Одно предложение, без анализа, без попытки исправить. Что происходит дальше, удивительно. Мозг не может одновременно полностью паниковать и полностью наблюдать. Как только вы назвали эмоцию, вы вышли из нее на один шаг. Вы больше не внутри шторма, вы смотрите на него из окна. Интенсивность падает. Не потому, что проблема решилась, а потому, что переключился режим работы мозга. Трюк второй. Дыхание на счет 4. Когда мозг воспринимает ситуацию как угрозу, он запускает стрессовую реакцию. Сердце ускоряется, дыхание становится поверхностным, мышцы напрягаются. Это работает против вас в моменте, когда нужно думать, а не бежать. Дыхание – единственная функция организма, которая работает как автоматически, так и осознанно. И именно поэтому это самый быстрый физический способ переключить нервную систему. Попробуйте прямо сейчас. Вдох на 4 счета, задержка на 4, выдох на 4. Один цикл. Этого достаточно, чтобы активировать парасимпатическую нервную систему, ту ее часть, которая отвечает за успокоение. Мозг получает сигнал: угрозы нет, дыхание ровное, значит все в порядке, и реакция начинает спадать. Не нужно делать это 10 минут. Один осознанный цикл уже меняет химию. Попробуйте в следующий раз, когда почувствуете, что внутри начинает закипать. Трюк третий. Лицо меняет состояние. Большинство людей думают, что сначала появляется эмоция, и только потом тело на нее реагирует. Но это работает и в обратную сторону. Мозг постоянно считывает сигналы от тела, чтобы понять, как вы себя чувствуете, и лицо – один из главных источников этих сигналов. Сделайте вот что прямо сейчас. Слегка поднимите брови. Расслабьте челюсть. Позвольте уголкам рта чуть приподняться. Не улыбка в полную силу, просто мягкое движение. Удержите 15 секунд. Что происходит в мозге? Он получает сигнал «мы в безопасности». А в состоянии безопасности он снижает уровень кортизола и начинает выделять больше серотонина. Вы не притворяетесь счастливым, вы буквально даете мозгу химический сигнал изменить состояние. Это не самовнушение, это нейробиология. Тело влияет на эмоции так же сильно, как эмоции влияют на тело. Трюк четвертый. Одно маленькое «спасибо». Это может показаться слишком простым, но за этим стоит серьезная нейронаука. Когда мозг фиксирует что-то хорошее, даже маленькое, он выделяет дофамин и серотонин. Немного, но достаточно, чтобы слегка сдвинуть состояние. Проблема в том, что мозг по умолчанию замечает плохое. Это его эволюционная задача – сканировать угрозы. Хорошее он пропускает мимо, если вы специально не останавливаете на нем внимание. Поэтому остановитесь на 15 секунд. Найдите одну конкретную вещь прямо сейчас, за которую вы реально благодарны. Не абстрактно, конкретно.
Например, горячий кофе утром, человек, которому вы можете позвонить, или то, что сегодня не пошло совсем уж плохо. Одна вещь. Мозг не умеет одновременно полностью тонуть в негативе и замечать хорошее. Переключение внимания – это буквально переключение химии. Не нужно вести дневник благодарности и расписывать страницами. Одна конкретная мысль, удержанная 15 секунд, этого достаточно для первого сдвига. Трюк 5. Микропобеда. Это самый важный из 5 трюков и самый недооцененный. Большинство людей ждут мотивации, чтобы начать действовать, но мозг работает ровно наоборот. Дофамин выделяется не после того, как вы достигли большой цели. Он выделяется в момент, когда вы фиксируете прогресс, даже крошечный. Именно поэтому начать всегда труднее всего. Как только вы начали, мозг включается и помогает продолжать. Но пока вы ждете мотивации, он молчит. Сделайте прямо сейчас одно действие, которое займет меньше 15 секунд. Выпрямите спину, выпейте глоток воды, уберите один предмет со стола. Напишите одно слово того, что давно откладываете. Что угодно, маленькое и конкретное. Все. Мозг зафиксировал действие, зафиксировал прогресс, выделил дофамин. Этот дофамин не просто хорошее ощущение, он повышает концентрацию, добавляет энергии и делает следующий шаг чуть легче. Плохое настроение – микропобеда. Нет сил – микропобеда. Застряли – микропобеда. Не нужны большие изменения, нужно движение, и мозг немедленно это вознаграждает. Теперь соберем все вместе. Вам плохо. Вместо того, чтобы уходить в спираль, вы называете то, что чувствуете. Делаете один дыхательный цикл, расслабляете лицо, находите одну вещь, за которую реально благодарны, делаете одно маленькое действие. Прошла минута, жизнь не изменилась, но химия мозга изменилась. И это и есть настоящий контроль над состоянием. Счастье – это не то, что приходит само, это то, что активируется. И у вас теперь есть 5 конкретных способов сделать это в любой момент. Если это было полезно, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Здесь выходят разборы психологии, которые дают реальные инструменты, а не общие фразы.